Привет! Сегодня на обзоре смартфон Narzo 30A. Это такой себе подраздел Realme. По сути, это тот же Realme. И этот смартфон будет в первую очередь интересен молодежи. Почему? Потому что компания его позиционирует как очень бюджетный, но очень насыщенный смартфон разными фишками. Такими, например, как игровой процессор или мощный аккумулятор. И его компания даже сравнивает с одной моделькой. Вот на официальной странице, где я покупал, есть наш смартфон Realme Narzo 30A и 3X9. Естественно, что это модель от Redmi. И смотрите, здесь проводится параллель и показаны преимущества, мол, вот эта модель гораздо лучше и за доступную цену. 126,98 на момент обзора. В продаже в Украине очень много Realme Narzo версии 3.32. В Китае же продаются 4.64. Поэтому при покупке будьте внимательны, чтобы не ошибиться. Потому что они по цене могут быть одинаковые, но по характеристикам, конечно же, отличаться. У нас модель именно 4.64. Итак, давайте рассмотрим более детально. Расскажу про аксессуары, которые уже здесь лежат. И будем знакомиться и тестировать эту модель. Начинаем. Если предыдущие модели от бренда Realme были в желтых упаковках, то подраздел Narzo идет вот в таких вот чисто голубых. Лишь с этой стороны логотип Realme. Упаковка открывается сбоку. Давим сюда, открывается, и здесь находится конверт с инструкцией и скрепкой. Далее находится смартфон. Под ним находится скоростная 18-ваттная зарядка и кабель USB Type-C. Зарядка фирменная и уже не требует переходника, так как у нас глобальная версия. Максимальный ток заряда 9 вольт 2 ампера. Силиконовый чехол в упаковке отсутствует, то есть он не входит в комплектацию. Достаем наш смартфон. У нас он в таком вот красивом цвете. Есть еще темная версия, черная. У нас же цвет Laser Blue. У смартфона пластиковый корпус, закругленные края. Слегка выступает модуль, практически не выступает. Если же использовать чехол, например, книжку, как мы приобрели с силиконовым чехлом внутри, то будет вообще защита неимоверная. Есть сканер отпечатка пальцев, сбоку располагается кнопка громкости и кнопка питания, и они не сильно выпирают, люфта здесь никакого нет. Справа вверху от экрана располагается тройной лоток, это тоже плюс. 2 сим-карты и карта памяти до 256 гигабайт. Нету никакой силиконовой прокладки, и по сути это одно из уязвимых мест смартфона, куда может попасть влага. Но и есть еще разъемы снизу. Это отверстие динамика, USB Type-C, гнездо для зарядки, 2 отверстия микрофона и хорошо, что оставили разъем для наушников. Разъем 3,5. В верхней части отсутствуют какие-либо входы, выходы или же передатчики или датчики. Батарея у этого смартфона несъемная на 6000 мАh. И дальше мы поговорим, что нам говорит модуль. Здесь у нас на самом деле всего 2 камеры, хотя кажется 4. Это вспышка, а здесь, так сказать, место, где написано, что камера интеллектуальная. Снимки делает достойные. Основной модуль на 13 мегапикселей. У смартфона корректно работает как сканер отпечатка пальцев, так и разблокировка по лицу. Демонстрирую разблокировку по лицу. Смотрю на экран. Мгновенно разблокируется. Теперь не смотрю. Повернул. Разблокировался. Закрыл глаза. Открыл. Не сработал. Увидел. Теперь давайте проверим сканер отпечатка пальцев. Заблокировал, поднес. Так, не нащупал. Его еще не так просто нащупать, потому что он практически вровень с корпусом. Но срабатывает отлично, даже вот краем касаюсь, он справляется со своей задачей отлично. Сверху над камерой располагается на срезе динамик. В принципе, это привычное местоположение данного разговорного динамика. Здесь располагается в капельке передний модуль камеры. Рядом с камерой располагается датчик приближения и датчик освещения. Индикатора уведомлений в этой модели нет. Сверху на экране наклеена защитная пленка, но мы ее снимем. Но она хорошего качества. Я пользовался и вижу, что не спешит царапаться. Будем клеить стекло. У смартфона очень хорошая минимальная яркость. Еле-еле видно. Добавляем максимальную и плавно добавляется. И есть отдельно в настройках управления теплым или более холодным оттенком освещения. Есть режим затемнения
темная тема полностью будет. А также имеется функция защиты глаз. И экран становится более желтым. В инструментах имеется цифровой компас, диктофон. Есть раздел игрового режима. А вот FM-радио в этой модели отсутствует. Но такая проблема решается установкой стороннего приложения, например, PS Radio. Диагональ экрана у данного смартфона 6,5 дюймов. Очень хороший, небольшой в руке, привычные для нас размеры, минимум рамок, большой экран и сочная яркая картинка. Установлен 10-й Android, 4 оперативной памяти и 64 встроенных. Свободно сейчас после установки разных программ 41,1 гигабайт. Модель RMX3171. В программе AnTuTu Benchmark смартфон набрал 214 417. Это реально очень хорошие показатели. Реально процессор, оперативная память, графический модуль, встроенная память. Все это вместе способствует мощности, скорости и без всяких торможений работает смартфон. Реально справляется со своими задачами очень быстро. Я вообще любитель, чтобы все быстро запускалось. И если вы что-то открываете, хочу, чтобы оно быстро работало, без задержек. Это экономит ваше время. Возвращаетесь назад, уже все запущено. Запустили какую-то другую программу. Вот, кстати, GPS-инфо. Сейчас посмотрим первый запуск спутников. Разрешаем. 10 уже видит. 24 видит, 30 видит, это я без всяких пауз. И теперь, внимание, вуаля, уже 5 вышло на связь, 7, 9, на улице пасмурная погода, 10. И давайте посмотрим, что он нашел за спутники. GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Супер, все виды спутников поддерживает. The Professionals Navigators, если так выразиться. Продолжаем смотреть характеристики. Зайдем в настройки программы AnTuTu Benchmark. Игровой 8-ядерный процессор Helio G85 работает в паре с модулем графическим Mali G52. Разрешение экрана скромное 720 на 1600. Задняя камера 13,2 мегапикселя с разрешением 4224 на 3136. Передняя камера на 8 мегапикселей, и обе камеры снимают с разрешением 1920 на 1080 30 кадров. Плотность пикселей нашего 6,5 дюймового экрана 320 dpi. Тест на прикосновение воспринимает с легкостью 10 касаний. Встроенный аккумулятор 6000 мАh. А через USB тестер от 0 до 100% за 4 часа 42 минуты он взял 5839 мАh. Это прекрасные показатели. Чуть-чуть не дотянул, но это, по сути, был первый полный заряд после получения. И как всегда мы провели тесты в YouTube от 100 до 0 разряд. Сколько он по времени продержался в YouTube? Переходите и посмотрите этот отдельный короткий видеоролик. Поддерживает сети 2,4 и 5 ГГц. Версия Bluetooth 5.0. Установлено 15 разных датчиков. Где есть производитель, это датчики установлены. Детектор шага, шагомер, датчик сильного движения, вектор вращения, датчик приближения, датчик ориентации, некалиброванный магнитометр, линейный акселерометр, датчик освещенности, гироскоп, датчик силы тяжести, геомагнитный вектор вращения, игровой вектор вращения и акселерометр. Это очень хорошо. Динамик по пятибалльной системе моей личной оценки очень качественный, но по пятибалльной где-то на 4,7 из-за того, что не хватает, на мой взгляд, громкости. Может, я просто привередливый, потому что у меня Poco X3, где стереодинамики и просто заменяет даже Bluetooth колонку в компании. Запускаем тесты и слушаем. Поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами вниз.
Качественный, правда? Теперь давайте проведем игровой тест, но вначале давайте покажу игровой режим. Вот он. Запускаем его. У нас здесь в игровом режиме показаны, какие программы уже добавлены, а точнее игры, потому что программы тоже можно сюда добавлять, чтобы они работали более оптимизированно и без всяких отвлечений. Внизу можно настроить дополнительно разные уровни по энергоэффективности и по средству связи, чтобы, возможно, отключить уведомления или поступление звонков, или включение сразу громкой связи и так далее. И можно добавить, если какая-то игра сюда не попала, принудительно ее. Также есть настройки этого игрового режима. Итак, запускаем Asphalt 9 на максимальных настройках. Звук устанавливаем максимальный. Игра запущена. Графика отличная. Готово. Тест пройден. Работает на великолепный лайк. Меню камеры, как у всех моделей Realme. Фото, видео, ночь, портрет. Раздел еще у нас имеет съемка под печатку, раздел эксперта, что позволяет вручную все настроить. Режим панорама, ускоренное и Google Lens определение. Портрет хорошо справляется со своей задачей, размывает все остальные задние объекты, а основной оставляет на переднем плане. Запускаем. Посмотрите, как четко и насыщенно. Естественно, передает цвета, интеллектуальный режим, и здесь регулируется эффект боке, если мы в режиме портрета. Конечно же, это все настраивается, работает все четко, быстро. Мне очень понравилась камера, и тесты этой камеры вы сможете увидеть в окончании видеоролика. Материал отснят, вам будет что увидеть. Прежде чем мы подведем итог, давайте еще посмотрим аксессуары. Это стекло. Вот оно стоит около $1,5. Ссылка на него будет в описании под видео. Можно найти с рамкой, потому что я когда заказывал, модель только появилась, еще не было. И вот такой вот чехол-книжка из хорошей кожи. Внутри силиконовый чехол, четкий, крепкий. По размерам полностью совпадает. Одеваем. И разница, какой там цвет, особо нет. Разъем кнопки, и даже есть отдельно место для крепления вот этого вот ремешка. Вдруг вы не хотите отсюда, а хотите здесь подключить, тоже будет удобно. Место есть для хранения какого-то кэша и карточек банковских, а также фотографий близких. Здесь находится магнит, закрыли. Магнит также имеется с обратной стороны, чтобы этот держатель вот так вот придерживался и можно было установить, и он не мешал. Правда, он еще очень новый и не совсем хорошо разработался, но качество хорошее. Цена этого чехла около $5. Подведя итог, можно сказать однозначно, что смартфон за $127 просто отличный, с такой оперативной памятью и памятью встроенной, с тройным лотком, с большим экраном, с тем, что у него скоростная зарядка с упаковки, игровой процессор и проверенный уже временем, смело можно сказать, бренд Realme. Подраздел Narzo или же серия моделей Narzo, она никак не отталкивает от качества. Мы знаем, что Realme, как и Xiaomi, держит марку. Напишите те, кто уже будет пользоваться, или те, кого заинтересовала эта модель. Ссылка на смартфон и на стекло и на чехол есть в описании под видео. Будут вопросы, задавайте. С вас лайк, а сейчас тесты фото и видео. А я прощаюсь. Пока. Тестируем Realme Narzo. Я сейчас в тени. Это передний модуль камеры 1080-30 кадров. Звук вы тоже слышите. Микрофон у нас здесь один. Выхожу на улицу, точнее на солнце.
вот так, чтобы меня подсветило полностью. Вот. Теперь захожу в тень, к цветущему каштану подойду. Очень красиво смотрятся каштаны. И теперь, ну, даже стабилизация такая какая-то есть, легкая. Ну, мне так показалось. Вот, кстати, посмотрите, как приспосабливаются в тени. Подсвечивает и лицо, и задний фон. Очень классно. Ну, а это уже задний модуль камеры. Здесь молодежь идет. Максимальное приближение и уменьшение. Проверяем фокус. Четко срабатывает. Покажу вам красивые каштаны в нашей местности. Они очень классные. Понюхайте. Сейчас сфокусируется. Ну как? Классно. Понюхали вы тоже, я надеюсь. Ну, все, конечно же, относительно виртуально. Это у нас съемка на 1080-30 кадров. Трава. Здесь старенькое дерево уже не растет. Ну, а это макро. Вот подстраивается. Вот так вот. Причем фокус классно срабатывает. Смотрите, раз, 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 раз. Четко он человек пошел, ребенок, и ухватывает. Это такие вот были тесты дневные. Теперь ночные видео и потом фото. Ну, а потом уже с вас лайк за труды. Тестируем сейчас в освещении комнатном, где делаем ремонт. И вот в сумерках снимает именно вот так, а шумов уже много. Времечко. Так, фокусировочка срабатывает, но тяжело настроиться. Итак, пройдем на улицу. На улице уже практически темно, но еще такие сумерки, то есть виднеются. Но вижу, что не совсем хорошо справляется. На улице еще и дождь идет. Так, виднеется еще небо. Ну, в полной темноте, без освещения, ну никак не обойтись. То есть снимает он как простой бюджетный смартфончик. Раз. Подстроился. Ну и теперь тесты передней камеры. Это уже она. Передняя камера. Сумерки. Шумов очень много. Видите, вот сколько здесь шумов. Также будет еще, когда потемнеет. Но когда яркое освещение, то будет получше. Рад был с вами поделиться этими тестами. Теперь фотографии. А я прощаюсь.